Здравствуйте, дорогие друзья! В комментариях под прошлыми видео вы попросили сделать мне какие-нибудь не только красивые, но и функциональные поделки. Ну что ж, я постаралась исполнить вашу просьбу. И сегодня я покажу вам 3 вида скворечников, 2 из которых способны не только украсить интерьер, но и организовать пространство. У меня они поселятся в коридоре и будут местом хранения разных нужных мелочей, которые раньше просто валялись на обувнице. Скворечники по третьему мастер-классу будут просто милыми декоративными предметами для украшения любого уголка вашего дома. Ну а чтобы это видео сделать еще интереснее, я решила снова устроить розыгрыш. О нем я расскажу в конце видео, а сейчас приступим к работе. Для первого мастер-класса я купила заготовку скворечника в фикс-прайсе. Также можно сделать скворечник самостоятельно или купить заготовку в любом другом магазине. Этот мастер-класс скорее идея декорирования и усовершенствования имеющейся заготовки. В первую очередь раскрашиваем все поверхности, которые окажутся внутри после сборки. У моего скворечника были крючки-фиксаторы с внешней стороны. Все их я обрезала, так как, во-первых, в наборе не хватало деталей, а во-вторых, ПВА все-таки склеивает все намного лучше и надежней. Собираем скворечник и промазываем все стыки клеем ПВА. У меня это ПВА столяр, перелитый для удобства работы в тюбик от канцелярского ПВА. Если вы хотите сделать скворечник функциональным, то не приклеивайте одну сторону крыши. В дальнейшем ее можно будет снимать и что-то убирать внутрь скворечника. Разрезаем палочки от мороженого пополам и делаем из них заборчик. Я взяла фигурные палочки, но можно использовать и обычные прямые. Перекладины для забора делаем из деревянных шпажек. С одной из сторон я приклеила деревянную заготовку сердечка, но ее можно смело вырезать из картона. Дальше из медицинских шпателей склеиваем 4 прямоугольника по 6 шпателей шириной. У меня это ширина крыши, поэтому отталкивайтесь от своих заготовок. Получается по 2 прямоугольника на каждую сторону. Прикладываем первый прямоугольник к крыше, отмеряем нужную длину и отрезаем. Отрезанную часть не выбрасываем, это будет верхний ряд черепицы. Из второго прямоугольника делаем второй и третий ряды черепицы. Делаем все то же самое для второй стороны крыши. Обратите внимание, что я наклеиваю каждый ряд с небольшим выступом. Это делается для того, чтобы 2 ската образовали аккуратный конек. Лучше фиксировать все элементы большими канцелярскими зажимами до полного высыхания клея, чтобы фигурки не деформировались. Теперь нам понадобится любая пластиковая емкость, подходящая по ширине к боковой стене скворечника. Разрезаем ее пополам и приклеиваем термопистолетом. Из шпателей нарезаем досочки и оклеиваем ими пристройку. Наклеиваем любой декоративный элемент над входом в скворечник и приступаем к росписи. Раскрашивать можно так, как вам нравится, и так, чтобы этот декор подходил к вашему интерьеру. Но советую использовать все-таки акриловые краски, чтобы скворечник в дальнейшем можно было протирать влажной тряпочкой во время уборки.
Шпагатной косичкой украшаем пристройку кашпо и пишем любую красивую надпись на сердечке. Я написала «Нет места милее родного дома». Я решила поставить в кашпо цветы, купленные все в том же фикс-прайсе. Но его можно использовать как еще одно место для хранения каких-то нужных вещей. Например, губки для обуви, ключей или визиток. Переходим ко второму скворечнику. Его я собрала с нуля из медицинских шпателей. Делается он очень легко и достаточно быстро. Склеиваем все нужные элементы. Вам понадобится 5 прямоугольников шириной 3 шпателя, 2 прямоугольника шириной 6 шпателей и 1 прямоугольник шириной 6 шпателей, но расположенных волной. Обрезаем у 2 широких и 2 узких прямоугольников волнистый край. Отмеряем у широкого прямоугольника по бокам 9 см и соединяем бока с центральной верхней точкой. Делаем все то же самое со вторым широким прямоугольником. Два узких прямоугольника делаем высотой 9 см. Склеиваем основу скворечника. Обрезаем широкий прямоугольник с изогнутым краем на нужную длину. Это будет дно скворечника с фигурным выступом. Если вы не хотите делать выступ, то можете просто обрезать дно на глубину скворечника. Делаем крышу, как в первом мастер-классе. Так как я использовала обрезанные части, то нарастила недостающую длину еще одним шпателем. Приклеиваем круглую деревянную заготовку на месте входа в скворечник. Такой кружочек можно вырезать из картона или просто нарисовать. И не забудьте сделать жердочку из любой палочки. Чтобы крыша не проваливалась, делаем центральный разделитель в скворечнике. Его я делаю из 5-го прямоугольника шириной в 3 шпателя. Нам осталось только задекорировать торцы крыши, для этого я использовала 2 тонкие палочки от мороженого, и раскрасить скворечник. Я сделала 2 скворечника в одном стиле, так как они будут стоять рядом. И маленький скворечник я дополнительно украсила леечкой с цветами.
переходим к третьему мастер-классу. Такие скворечники не несут в себе никакой функциональности, но зато они по-весеннему нежные и очень милые. И если вы хотели бы получить один из них в подарок, то нужно выполнить 4 простых задания. Подписаться на мой канал, поставить лайк под этим видео, написать любой комментарий под этим видео и подписаться на мой инстаграм. Все это нужно сделать до 20 марта включительно, а 21 марта вы узнаете, кому отправится подарок. Кстати, заодно можете написать в комментариях, хотели бы вы, чтобы такие розыгрыши проводились, например, один раз в месяц. А теперь приступим к работе. Нам понадобятся медицинские шпатели, клей ПВА и любой декор. Мастер-класс очень понятный, поэтому я прокомментирую только некоторые моменты, которые могут вызвать вопросы. Сборка основы. Можно сначала склеить 5 или 6 шпателей вместе, а потом обрезать крышу. Или сначала все разметить, аккуратно обрезать, зашкурить торцы и только после этого все склеить. Делайте как вам удобнее. Крышу также можно сделать разными вариантами. Либо обрезать под углом 2 шпателя, чтобы сформировать красивый стык, либо просто приклеить один шпатель на второй, оставив торчащие хвостики. Вообще домики можно делать разные. Фантазируйте и экспериментируйте. Их можно делать узкими или широкими, низкими или высокими. Разные варианты смотрятся интересно и оригинально. Для декора я использовала деревянные заготовки-сердечки и фигурные палочки от мороженого. Также я склеила из прямых палочек от мороженого прямоугольные таблички для надписей. Прежде чем приступить к росписи, я покрыла скворечники белым акриловым грунтом, чтобы в дальнейшем цвет краски остался чистым и ярким. Также благодаря грунту расход краски будет существенно меньше. Сначала раскрашиваем базовым цветом, потом разводим базовый цвет белой краской и высветляем желаемые участки. Затемняем сердечки и украшаем скворечники кружевом, искусственными цветами, веточками. Также можно добавить бабочек, божьих коровок и любого другого декора.
пишем красивую надпись, и наши скворечники готовы. Надеюсь, эти мастер-классы вам понравились и оказались полезными. А у меня на сегодня все. С вами была я, Евгения Ващенко, и наш канал Семейный Handmade. Всем весеннего настроения и до скорой встречи. Пока-пока!